Друзья, привет! Сегодня продолжение чтения дневника снайпера с Азовстали. Почему снайпер? Вот сегодня как раз все станет понятно. 6 мая. Бункер роты Памир. То есть он переместился. В 7-й роте пообещали перемирие. По возвращению взводного и группы Арчи осталось ждать завершения обстрелов и задуманной вылазки к магазину 10. Это склад с продуктами. Вышли туда 2 группами, у нашей было 20 человек, но без брони. Это было хорошо, потому что пока дошли, почти 3 километра запарился. Произошла экскурсия по руинам завода. Впечатляет масштаб разрушений, величие разбитого гиганта, все раскурочено. Чтобы добывать еду, нужно разбирать завалы бетона и кирпича, под всем этим находить то, что не успели вынести до нас. Этот магазин разбирают уже больше недели, вытягивают мешки с крупами и горохом, где-то нашлась и тушенка. Но всех больше заинтересовал полусгоревший рефрижератор. Мясо в нем сгорело, но сохранилось сыр, масло, колбаса и мороженое, и рыба. Не передать словами эту вонь от гнилой рыбы, которую нужно раскопать, потому что внизу колбаса в вакуумных упаковках. А еще растаявшее масло. Тошнило, но что делать? Собирали все, что еще можно есть. На базе пришлось избавиться от формы и долго отмываться, но все равно все пропиталось тухлятиной. Ростик мне сообщил, что послезавтра должен идти на дежурство с Калякой, потому что тот выпадает из коллектива. Во всем виновата растамания, которая расцвела буйным цветом на позициях морпехов и других. Травка стала ходовым товаром, разменной монеты на пользу службе это, конечно, не идет. Наша молодежь делает на этом для взвода гешефт, наменяли продуктов. Молодцы. Мы для них неудачники. Это так главу назвали. Точнее день. 7 мая там же. Второй день повара стараются максимально использовать колбасу, что мы принесли. 2/3 из принесенного все равно выкинули, непригодно. Жарят и добавляют всюду. Вспоминается шевченковская за кусок гнилой колбасы. Живем по минимуму и мелочами. Чего-чего, а боевые задачи, которые нужны государству, мы уж тут точно не выполняем. Просто сидим в осаде. У нас частые гости морпихи из 36-й бригады, те, которых бросил на произвол судьбы комбриг. Ну, это те, часть из которых пыталась прорваться и попала в плен, сдалась, а часть попала на Азовсталь. Часто говорим об азовцах, про их начальство, сидят в тепле, чистые, сытые, они управляют действиями военных с планшетов. При этом своих берегут, ко всем другим бойцам относятся как к пушечному мясу, считают никчемными и неудачниками. Собственно, в Украине до войны была довольно плохая экономическая ситуация, и многие, как и в России, шли в армию для того, чтобы для денег, да. Вот. Сейчас у нас также для денег в основном воюют в Украине те, кто идет по контракту воевать. Вот. А азовцы, они шли не из-за денег, многие из них оставили достаточно хорошую работу и престижные университеты для того, чтобы идти, то есть они идейные, поэтому они остальных считают неудачниками, видимо. Ну, по крайней мере, такое возможно, да. Конечно, боевой дух это никак не поднимает, а про военное братство и речи не идет. Открытого противостояния нет, но все понимают, что именно присутствие Азова проблема, что мешает решить вопрос нашего пребывания тут без смерти и плена. 8 мая там же. Николай Голубов принес какие-то зловещие слухи про договоренность Зеленского о сдаче ДНР и ЛНР в границах областей. На мой резонный вопрос, как можно отдать под контроль нам территории, начал меня убеждать, что весь Донбасс уже оккупирован. Не верю и не хочу с дураками этими ругаться. Люди говорят, что я похудел лицом. Это хорошо, может быть, посвежее взгляд, а то, как вспомню последнюю фотографию на паспорт, и смех, и слезы. 9 мая там же. Павлович с Кадолбой пришли с позиции, но только для того, чтобы взводный в цеху пристрелял автомат с новым креплением тепликом. Это прицел ночного видения с тепловизором. Еда почти не соленая, не хватает соли. Порции также сокращены, но не жалуюсь, с голоду не пухну, и то хорошо. Скоро середина мая, теплее не стало, некуда спрятаться от грязи и пыли, хотя постоянно мою руки антисептиком. Борода уже густая, интересно будет посмотреть на себя побритым. У меня хотят забрать оптику, мой СВД, снайперская винтовка Драгунова, поэтому я называю его снайпером, потому что у него снайперская винтовка, он, видимо, из нее и стреляет, то есть он снайпер. Вчера даже поступило предложение сменить на автомат. Я полностью за. Общее настроение, скорее бы, все закончилось. Все мечтают о выходе.
Ну, дальше он там говорит, что единственный снайпер профессиональный, это не он, там другой был снайпер профессиональный. У него просто вот снайперская винтовка, видимо, он типа за снайпера сходит. 10 мая стало интереснее. С ночи с 9 на 10 мая начались авиаудары, от которых вздрагивают даже стены бункера. Бомбы теперь сбрасывают и днем. Подготовиться к взрыву невозможно, не слышно ничего. От этого немного нервно. Пулюка столбом. Пришлось спуститься ниже, но Пулюка и там. Из новостей узнал, что под Харьковом наши ведут контрнаступление с артиллеристами. Все хорошо, и скоро они освоят американские 155-миллиметровые гаубицы, высокоточные и дальнобойные. Путин мобилизацию не ввел, парадов не проводил, но здесь имеется в виду, видимо, парады на захваченных территориях, в захваченных городах. Продолжаются переговоры про нашу эвакуацию. Ну и последняя часть будет завтра. Пока.